встречая печаль. Человек страдает не только лично. Есть огромное страдание человечества. Это то, что пронизывает Вселенную. Человек страдал физически, психологически, духовно, во всех отношениях, век за веком. Мать плачет, потому что ее сын убит. Жена плачет, потому что ее муж искалечен на войне. Или из-за несчастного случая. В мире существует огромное страдание. Я не думаю, что люди знают об этом, или даже ощущают эту огромную печаль, которая есть в мире. Они так озабочены своим личным горем. Они не обращают внимания на печаль бедняка в маленькой деревушке в Индии или в Китае, или на Ближнем Востоке, о том, что у них нет даже средств к полноценному пропитанию, чистой одежде, удобной кровати. И есть печаль тысяч людей, убитых на войне, или в тоталитарном режиме, миллионы казненных за идеологию, тирания, ужасы всего этого. Поэтому есть огромная печаль во всем мире. Есть еще личная печаль. И не понимая этого очень-очень глубоко, не решив этого, страсть не оставит печаль, а без страсти, как вы можете видеть красоту? Вы можете интеллектуально оценить картину или стихотворение, или статую, но вам нужно это великое чувство внутреннего взрыва страсти, потока страсти, которая приносит с собой чувствительность, которая способна видеть красоту. Поэтому, я думаю, довольно важно понять печаль. Я думаю, что все это связано. Красота, страсть, печаль. Меня интересует порядок этих слов. Красота, страсть, печаль. Если кто-то находится на пути к трансформации, мы говорили об этом, чтобы прийти к красоте, я так понимаю, это переход от печали, страсти и красоте. Совершенно верно, сэр. Пожалуйста, продолжайте. Я понимаю. Видите ли, в христианском мире, если я не ошибаюсь, скорбь делегируется Спасителю. И через этого человека мы каким-то образом спасаемся от печали. То есть мы надеемся убежать от печали. А в восточном мире скорбь рационализируется через подтверждение кармы. Вы знаете, что слово «карма» означает «делать». И они верят в карму, то есть за то, что вы сделали в прошлой жизни, вы платите в настоящем, или получаете награду в настоящем, и так далее, и тому подобное. Итак, есть два типа побега. Есть тысячи способов: виски, наркотики, секс, религиозные мессы и так далее, и тому подобное.
человек никогда не оставался с печалью. Он всегда искал утешение либо в вере, в действии, в отождествлении с чем-то большим, чем он сам, и так далее, и так далее. Но он никогда не говорил: «Послушай, я должен посмотреть, что это такое. Я должен проникнуть в него и не делегировать его кому-то. Я должен войти в это, я должен встретиться с этим лицом к лицу, я должен взглянуть на него, я должен знать, что это такое». Итак, когда ум не убегает от печали, как от личной, так и от общечеловеческой, если вы не избегаете ее, если вы не рационализируете ее, если вы не пытаетесь выйти за ее пределы, если вы не боитесь, тогда вы остаетесь с ней. Потому что любой побег от того, что есть, или любое движение в сторону от того, что есть, это пустая трата энергии. Это мешает вам на самом деле понять то, что есть. То, что есть, это печаль. И у нас есть средства, и способы, и хитроумные схемы побега. Поэтому, если нет никакого побега, тогда вы остаетесь с печалью. Я не знаю, делали ли вы это когда-нибудь. Потому что в жизни каждого человека есть случай, который приносит вам огромную печаль. Событие. Это может быть происшествие, слово, несчастный случай, сокрушительное чувство абсолютного одиночества и так далее. Такие вещи случаются, и вместе с этим приходит чувство глубокой печали. Теперь, когда ум может оставаться с ним, не уходить от него, из этого рождается страсть. Некультивируемая страсть, не искусственные попытки быть страстными, но движение страсти рождается из этого пребывания с печалью. Это следствие пребывания с печалью.